Это у нас городская церковь Богоматери на горе Кармель. Но если присмотреться, то можно заметить также над островом Мануэль купол Кармелитского собора столицы Мальты Валетты, который находится на полуострове Шиберос на противоположной стороне залива. Слева на картинке находится казино с ночным клубом. Справа пятизвездочный Хилтон, а посередине не очень впечатляющий фонтанчик. Ну что тут сказать, мне нравится. Растущие деревья на крышах домов на Мальтийских островах – это так же нормально, как день и ночь. Хотя на море не видно особого волнения, прибой местами зажигает. А это у нас катамаран Валетта Мгаар, который максимально быстро доставит всех желающих на остров Гоза. Всем привет! Мы снова на Мальте, но на этот раз в конце марта. Так сказать, приехали взглянуть на цветущую Мальтийскую республику. И цветы на стене дома справа подтверждают наши ожидания. Но все-таки главная цветущая красота ожидается в других сериях. А сейчас мы идем по городу Гзира, в котором остановились на 2 ночи. И главной нашей целью в этом месте будет набережная Гзиры, Сент-Джулианса и Слимы. Причем в последней планируем прогуляться по самой кромке морского берега. Тем временем микрофон и видеокамеры все больше наполняет колокольный звон. А все потому, что сегодня не просто воскресенье, а вербное воскресенье у католиков. Поэтому ценителям подобных вибраций предлагаю послушать перезвон, изгоняющий из организма все нечистое, в исполнении приходской церкви Богоматери на горе Кармель. В паре сотен метров от церкви находится набережная с видами на остров Мануэль и залив Марсамшет. Но если присмотреться, то можно заметить также над островом Мануэль купол Кармелитского собора столицы Мальты Валетты, который находится на полуострове Шиберос на противоположной стороне залива. А сейчас мы уже находимся в городке Сент-Джулианс, который на сегодняшний день считается самым престижным курортом Мальты. В чем, собственно говоря, мы и попробуем убедиться. Слева на картинке находится казино с ночным клубом. Справа пятизвездочный Хилтон, а посередине не очень впечатляющий фонтанчик. И супер маленькая клумба под фонариком, а над ней высится башня Порто-Маса, вторая самая высокая на острове. А вот, собственно, и наблюдательная площадка, на которую мы, не щадя своих сил, взбирались с редким упорством. Ну что тут сказать, мне нравится. Сразу не заметил, но там на балконах, рядом с перилами, стриженный кустарник растет. Красиво здесь, конечно, но как-то замкнуто, и людей маловато. То ли дело здесь. Залив Спинола также красиво, но значительно люднее. По крайней мере, на автобусной остановке, на которой я сейчас нахожусь, человек 15 точно наберется.
Прокатились на автобусе до остановки Балута и после посещения общественного туалета, который находится в этом месте, решили посмотреть, почему на этом пустыре нет домов. Но причину так и не поняли. Смотрите, какая интересная архитектура дома. В этой арке находится внутренний дворик с пожарными, или как их назвать по-другому, лестницами. А здесь у нас народ любуется на залив Балута или на загорающих на одноименном пляже. Церковь Девы Марии Кармелитской – одна из 365 церквей на Мальте. Башня Портомассо. Вид сбоку. Растущие деревья на крышах домов на Мальтийских островах – это так же нормально, как день и ночь. Мы между тем вернулись к Зиру и осваиваем новый, более короткий маршрут до автобусной остановки. У нас здесь тоже есть своя башня, называется она Восточная, и ее высота составляет 84 метра. Домик, понятное дело, частный, с кучей офисов и пентхаузом. А еще Мальта интересна вот такими перекрестками, украшенными архитектурными объектами религиозной направленности. Перекусив и отдохнув, направились в новую экспедицию, целью которой является набережная Слимы, самого населенного города Мальты. И в данный момент мы снимаем форт Слима, построенный англичанами в конце 19 века. Сейчас в нем находится ресторан или фортица, название которого переводится как «крепость». А вот, собственно, и набережная Слимы. Хотя на море не видно особого волнения, прибой местами зажигает. Но, как говорится, одно дело ходить по выложенному плиткой и мостовой, а совсем другое ходить по изрезанному водой песчанику, из которого состоят Мальтийские острова. Хотя местами складывается впечатление, что в создании некоторых углублений поучаствовал человек. Вот, смотрите, это определенно след от какой-то фрезы, устроившей в этом месте тропинку. А вот еще один. И здесь кусочек вырезан. Я так понимаю, все травмоопасные места на данном участке берега стерты с лица земли. Приятная новость для людей, приехавших сюда без страховки. А вот этот белый налет есть не что иное, как морская соль.
Между прочим, данный неровный берег довольно интересное место для прогулки. А это у нас катамаран Валета Мгар, который максимально быстро доставит всех желающих на остров Гоза, или Гоца, как предпочитают некоторые. Чешет он, конечно, будь здоров. 10 секунд и уже не видно. Местами от набережной в сторону моря отходят вот такие выступы скал. Чтобы немножко ускориться, решили пройтись по ровной набережной. А вот сейчас внизу видна уже довольно широкая вырезанная дорожка, поэтому есть смысл опять туда спуститься. Одинокий парусник вдали идет под стакселем. И идет неплохо. Тем временем мы вышли к мысу, который разделяет водную гладь, собственно, на море и на залив Сент-Жулианс. С этой точки данное разделение видно лучше. Налево залив, направо море. А там мы сегодня уже были. Вспомните эпизод про башню Портомаса и отель Хилтон. А в том месте, на краюшке земли, находится еще одно бюджетообразующее предприятие Мальты – казино Драгонара, расположенное в здании бывшего дворца. В заключение данной серии хочу показать, что Мальта – это не только каменные постройки, но и много зелени, из-за которой выглядывают многочисленные каменные постройки.
А сегодня понедельник, 25 марта, и мы переехали в Биргу, первую столицу Ордена Госпитальеров на Мальте. До заселения в отель у нас еще есть минут 40-50, и мы их попробуем провести с пользой, используя, как всегда, видеокамеру. Вообще, если быть точнее, то мы еще не в Биргу, потому как город находится за стеной справа, и раньше в него можно было попасть только через такие мостики с глубокими рвами под ними. Мы же сейчас подошли к Марине, которая является частью залива Великая Гавань и разделяет два старых города – Биргу и Синглея, причем последняя находится на ее противоположном берегу. И мы там тоже планируем прогуляться в одной из последующих серий. Решили спуститься на набережную по улице Сен-Лаурен, название которой как-то связано с церковью, виднеющейся спереди и носящей такое же название Святого Лаврентия. Словно дождавшись нашего прихода, звонарь в церкви начал звонить в колокола, и это в 1:30 по местному времени. Перед церковью на островке, окруженном дорогой, разбит очень симпатичный скверик с памятником свободы и 3 пинями и опунцией, причем последняя усеяна вкусными и полезными плодами, который почему-то никто не срывает. Сегодня на Мальте началась Страстная неделя, и я уверен, что мы будем не только слышать, но и наблюдать проявления местных церковных обычаев. А вот и тот самый колокол, который непрерывно звонит. На водной глади Марины Биргу, кроме уток, можно также наблюдать многочисленные яхты и катамараны, недвусмысленно намекающие не только на любовь к морю, но и на достаток их владельцев. А эта арка называется Порте де ла Виктаира, или по-нашему Ворота Победы. Прямо за воротами находится здание Морского музея Мальты. Интересным фактом является тот, что музей расположен в здании бывшей военно-морской пекарни Средиземноморского флота Великобритании, которая обеспечивала Королевский флот едой и питьем. На водной же глади все без изменений. Бесчисленное количество яхт везде, куда глазу видно. А вот здесь уже картинка стала изменяться. Яхт стало меньше, но они стали больше. И чем дальше, тем эта тенденция приобретает более выраженный характер. Если так пойдет и дальше, скоро эти лодки перестанут влазить в экран камеры. А вот эта посудина, похожая на старинный пароход, явно лишняя на этом празднике роскоши. Хотя кто его знает, как она выглядит внутри. Может, внутри она вся золотом покрыта. Синглея отсюда выглядит еще привлекательней. Мыс полуострова, на котором находится Биргу, принадлежит старейшему рыцарскому форту – Сат-Анджело. Именно под его стенами мы сейчас и находимся. А это у нас в кадре опять Синглея и купола ее главной церкви Святой Девы Марии. Очень красиво смотрится на фоне запыленного неба. Тем временем наше свободное время подходит к своему концу, и мы направились в сторону своего нового отеля. Ориентируясь по карте, вышли на очаровательную улицу Хилда Табоне, или Табоне. На мой вкус, это самая красивая улица Мальты. А еще здесь царит такое ощущение покоя и умиротворенности, которое можно ощутить только воочию.
А это уже другая сторона Биргу, с видом на город Калькара. Калькара немного моложе Биргу и вместе с Синглея входит в тройку самых старых рыцарских городов Мальты. Сейчас в кадре вилла Бикхи. Во времена, когда Мальта была колонией Великобритании, здесь находилась больница. А это сегодняшняя столица Мальты Валетта. Туда мы тоже планируем смотаться и посетить сады Баракка. Буквально в 20 метрах от своего отеля в крепостном рву обнаружился зоопарк с курами и петухом. А тенеком создают апельсиновые деревья с многочисленными плодами на ветках. Как он сидел. Тот же самый кусочек флоры Мальты с другого ракурса. К сожалению, ниже заглянуть нельзя, по причине стены толщиной 2 метра и решетки на ней. Вечером вспомнили о наличии крыши в отеле и поднялись на нее. И не пожалели. Видно, крепостные укрепления Биргу и Калькара просто волшебны. А это церковь Святого Йозефа, главная церковь Калькары. В данный момент мы направляемся на автобусную остановку, мимо дерева, похожего на баобаб. А может и не похожего. Как вы поняли, я не ботаник, но подобные вещи мне нравятся. Воспользовавшись автобусом номер 3, мы доехали до конечной остановки Валетта, рядом с которой находится фонтан Тритон. К сожалению, небо второй день затянуто африканской пылью и не позволяет передать красоту этого места с голубым задним фоном. Но жизнь прекрасна в любое время и в любой форме, поэтому радуемся каждому моменту. И вот мы уже идем по Валетте, приближаясь к местной достопримечательности под названием Нижние сады Баракка. Данный объект находится на берегу, омываемом водами залива Гранд-Харбор или Великая Гавань по-нашему. И именно эта сторона Валетты будет являться основной темой сегодняшнего видео. Остальную же часть столицы Мальты мы протопали в январе прошлого года. И также сняли кино, которое можно посмотреть по подсказке под видео. Кстати, именно по этой причине мы решили сфилонить и доехали до дальней части Валетты на микроавтобусе, в который сели на автовокзале возле фонтана Тритон. А все потому, что по прилету на Мальту прямо в аэропорту купили проездные Explorer на неделю. И сейчас нагружаем общественный транспорт этой островной республики по полной, чтобы оказаться в итоге в плюсах. А вот и искомый объект под названием Нижние сады Баракка. Он из себя представляет небольшой парк с великолепными видами на залив Гранд-Харбор и был построен примерно через 100 лет после Валетты для релакса рыцарей-госпитальеров. И, как утверждает история, изначально терраса была под крышей, то есть братья ордена могли медитировать в тенечке под ручку с какой-нибудь прекрасной дамой, если, конечно же, это не являлось нарушением обета целомудрия. Между тем, пройдя половину сада, можно обнаружить приличных размеров сооружения, без крыши и окон, но с хорошими видами вокруг. Мне почему-то представляется, что в этом месте когда-то стояли большие деревянные столы с большими скамейками, за которыми сидели суровые рыцари и пили из железных кружек вино кровавого цвета, исключительно в оздоровительных целях. Сейчас в экране видно военный мемориальный комплекс Сейдж-Белл, который был открыт в 90-х годах прошлого века в присутствии королевы Великобритании Елизаветы II.
Мы же сейчас глянем на место нашего нынешнего жилья, который находится в бывшей столице Мальты, городе Биргу, на противоположном берегу залива. Видимость, конечно, ужасная, но искомый полуостров с нашим временным местом жительства прямо по курсу, потому как форт Сан-Анджело ни с чем не спутаешь. А между нашими берегами судьбоносный для Мальты залив Гранд-Харбор. Железные скамейки – это лучшее средство защиты от вандалов. А сейчас мы идем вдоль берега, вышеупомянутого залива, и получаем удовольствие от симпатичных домиков справа. Если посчитать в километры длину лестниц в столице Мальты, я думаю, что эта цифра будет сопоставима с длиной бесступенчатых дорог. Как видите, правильно выбранная лестница – это всегда хороший результат в итоге. Весело смотрящийся катамаранчик куда-то чешет по своим делам. А это, собственно, форт Сан-Анджело. Мы же тем временем добрались до садов Верхнего Барака. И, по-моему, здесь позеленее. Да и место под зону отдыха побольше. Тут у нас даже фонтанчик имеется. И вообще как-то здесь поуютнее. А этот памятник, наверное, символизирует открытие этого места для публичного посещения. Сразу после ликвидации Мальтийского ордена Бонапартом, понимаете ли, Наполеоном. Кругом какие-то надписи, памятные таблички, памятники и интересные оградки. Прощальный вид с площадки сада на бастионы Валетты, готовые встретить супостата со стороны суши. На них я наблюдаю довольно много разнообразных деревьев. Скорее всего, это последствия политики озеленения острова. А вот на этот домик мы сразу подумали, что это очередная церковь. И представьте себе, не угадали. Это здание фондовой биржи Мальты под тусклым африканским солнышком. В центре площади стоит какой-то мужчина спиной к бирже и весь такой каменный. Это памятник бывшему премьер-министру Мальты Джорджу Боргу Оливьеру. А этот красивый домик, который по сути своей скорее дворец, является резиденцией премьер-министра Мальты. С краешка площади оборудована пешеходная дорожка, ограниченная слева крепостной стеной, а справа длинным, но узким парком, напоминающим чем-то произведение народа, живущего на японских островах. Вполне возможно, что вечерком здесь будет прогуливаться премьер-министр Мальты. А мы не против. Пусть гуляет. Автостоянки на Мальте самые надежные, о чем красноречиво свидетельствует не только статистика, но также их вид.
Между тем спереди уже виднеется очередное шедеврально выглядящее здание. На этот раз это уже точно церковь. Называется она в честь святой Екатерины Александрийской. А датой постройки считается 1576 год. Кстати, еще один увековеченный образ премьер-министра Мальты – сэр Пауль Боффа, собственной персоной. Хотя правильнее, наверное, будет сказать собственным изваянием. В данный музыкальный эпизод мы проходим мимо Королевского оперного театра, который был разрушен во времена Второй мировой войны. Впоследствии в новом месте был оборудован театр под открытым небом, в котором регулярно проходят представления. Но данное музыкальное соло считается уличным, и на него билеты покупать не надо. Мы тем временем покинули Валетту, и дальнейший маршрут нашего движения будет пролегать через Флориану. Это город, вплотную прилегающий к столице Мальты, но являющийся более современным, а из-за большого количества садов и парков считается самым зеленым на островах. Здесь в тенечке гордо стоит монумент великому магистру Мальтийского ордена Антонио Мануэлю де Вильена. А это картинка, которую великий магистр наблюдает. Идти по улице Анна весьма интересно. Сверху крыша, а вниз ведут лестницы. Судя по всему, это подземный ход под улицей. Интересный момент. По разные стороны дороги находятся две абсолютно идентичные мостовые и такие же два здания, которые близнецы. А вот, собственно, и конечная цель нашего маршрута. Когда ехали на автобусе, заметили в этом месте небольшой сад с многочисленными оранжевыми фруктами на ветвях. И что мы видим? Опять куры с петухом. Неужели у этих яйценесущих нормальная среда обитания под мандариновыми деревьями? В саду, понятное дело, очередной памятник. А вокруг него мандарины, мандарины и мандарины. И самое время сказать всем пока. Поэтому пока.